На улице Владимирской в Киеве, между Михайловским монастырем и Софией Киевской, как раз напротив Главного управления полиции в городе Киеве, стоит каменное изваяние, которое известно как копия сбручского идола, оригинал которого находится в историческом музее города Краков в Польше. Что это за изваяние? Это что языческий идол верховного божества палапских славян, Свентовида, как считал советский академик Борис Рыбаков, или изваяние, не имеющее ничего общего с культурой и языческими культами славян. Как утверждали Гуревич, Срезневский, Димитрикевич и Нидерле. Что же на самом деле изображает так называемый сбручский идол, установленный в центре Киева? На мой взгляд, наиболее обоснованную интерпретацию значения четырехликого изваяния, стоящего в центре Киева, излагает наш украинский исследователь Анатолий Иванович Железный. Результаты исследовательских изысканий Анатолия Ивановича следующие. В 1848 году на дне реки Сбруч, вблизи местечка Гусятин, на Тернопольщине, была случайно обнаружена и поднята на поверхность странная четырехликая четырехгранная скульптура. На всех ее четырех гранях имелись рельефные изображения людей и животных. Как указывает Анатолий Иванович, российские ученые тут же классифицировали находку как славянский языческий идол, изваянный неизвестным восточнославянским мастером. За прошедшие с тех пор годы эта первоначальная поспешная интерпретация памятника не только не изменилась, но еще и дополнилась новыми красочными подробностями. Как пишет Анатолий Иванович, крупнейший представитель панславистского направления российской и советской историографии, академик Рыбаков, объявил сбручского идола древнеславянским богом Вселенной, родом. Некоторые другие историки, основываясь на трехчленной градации изображений на гранях скульптуры, решили, что все эти фигурки и предметы символизируют представление древних славян о делении всего сущего на небо, землю и подземный мир. Для рельефных изображений они даже придумали различные сакральные названия. Предположительно, женская фигурка с продолговатым сосудом в руках, великая богиня с рогом изобилия. Воин с мечом, стоящий возле коня, это род академика Рыбакова, а по мнению других ученых – Перун. Но большинство исследователей, как утверждает Железный, пришли к выводу, что древняя скульптура представляет собой славянского бога по имени Световид. Имя Световид явно образовано от украинского светогляд, мировоззрение. Есть еще и другие, не менее колоритные версии. Однако, как замечает Железный, для отнесения данного изваяния к идолам из сонма древнерусских языческих божеств нет ни малейших, даже самых зыбких оснований. Потому что, во-первых, на изваянии нет никаких надписей, по которым можно было бы судить о его славянской принадлежности. Во-вторых, в нем невозможно выявить каких-либо признаков, характерных именно славянскому стилю ваяния, так как история вообще не знает ни одной древней достоверно славянской скульптуры. И в-третьих, найден памятник на дне реки, следовательно, историки не имели никакой возможности хотя бы приблизительно определить его возраст традиционными методами, по глубине залегания от дневной поверхности, то есть по принадлежности к какому-либо культурному археологическому слою, по характеру сопутствующих предметов материального быта в виде черепков глиняной посуды, бус, фибул, поясных пряжек и тому подобного. На каком основании, спрашивает Анатолий Железный, господин Рыбаков решил, что женская фигурка с сосудом в руках изображает некую великую богиню с рогом изобилия. В древнерусском священном пантеоне никакой великой богини не числится, а рог изобилия является атрибутом древнегреческой, а не славянской мифологии. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: а при чем тут неизвестный восточнославянский мастер в частности и древние славяне вообще? Если для древнеславянской интерпретации сбручского идола нет ни малейших оснований, то для констатации его болгарского происхождения такие основания как раз имеются. В каких шорах рассматривали данный памятник российские и украинские ученые, если они умудрились не заметить главного, и общая его композиция. И каждый его барельеф в точности соответствует традиции болгарских надмогильных памятников, известных под названием скифских баб, еще недавно украшавших вершины курганов в приднепровских степях. Эти степные изваяния отнюдь не были условными антропоморфными абстракциями, все они имели портретное сходство с похороненным в кургане человеком. И каждая из этих каменных фигур непременно держит в руках сосуд. Никакой это не рог изобилия, он мертвому человеку ни к чему. Это, согласно тенгрианскому похоронному обряду, чаша с напитком возрождения. Поэтому,
Если мы хотим оставаться в рамках реальности, то мы вместе с Анатолием Железным, а также вместе с Резневским, Димитрикевичем и Нидерле должны признать именно древнеболгарское, а не древнерусское происхождение сбручского изваяния. И, конечно, попытаться определить время, когда это изваяние было создано, а заодно разгадать смысл, который вложил в него древний скульптор. Еще недавно задача эта была бы абсолютно неразрешима. Однако в последние годы, в связи с отменой цензурных ограничений на научные публикации, в научный и культурный обиход стали входить материалы, о существовании которых советская историография даже не подозревала. В 1992 году была издана эпическая поэма «Шан Кизи Дастани», созданная в конце IX века нашим великим земляком, древнебулгарским поэтом, просветителем и общественным деятелем Микаэлем Шамси Башту, то есть Шамси киевлянином. Полумифические коллизии, описанные в поэме, разворачиваются на фоне подлинных исторических событий и на обширных пространствах от Урала до Дуная. В поэме имеются бесценные свидетельства о тюркской предыстории Украины и, в частности, о неком древнебулгарском хане Шамбате по прозвищу Кый. Кроме того, в 1994 году в Оренбурге были опубликованы уцелевшие фрагменты сочинения булгарского средневекового историка Бахши Имана Джакфар Тарихы, в которых также имеется немало данных о дославянском периоде истории Земли, на которой впоследствии сформировалась Украина. Анализ этих источников позволяет нам по-новому взглянуть и на сбручского идола. Одним из второстепенных фоновых фигурантов поэмы «Шан Кизи Дастани», сказание о дочери Шана, выступает некий древнебулгарский хан по имени Шамбат. Он живет в селении, размещавшемся на высоких прибрежных холмах многоводного Буричия. Река Буричай, по-гречески Борисфен, была известна тем, что в ее нижнем течении имелись труднопроходимые каменные пороги. Только что хан Шамбат закончил строительство крепости на самой большой из местных гор. Так селение стало городом, который так и назвали – Башту, от Баштау, то есть главная гора. По окончании строительства верховный правитель Великой Булгарии хан Кубрат приказал Шамбату возглавить поход в бассейн реки Сулы, так в поэме назван Дунай, и отвоевать там новые земли. После упорной борьбы с придунайскими аварами Шамбат захватил обширные территории и около 3 десятилетий проводил самостоятельную от Великой Булгарии политику в качестве царя Дулобы, за что получил обидное ругательное прозвище «Кый» в мягком, щадящем переводе «отделившийся». Далее в поэме рассказывается, как воинственные фаранги, крестоносцы, одолели дружину Шамбат-Кыя. В битве погибли 3 его сына, а сам он был вынужден вернуться туда, где начал свою карьеру, то есть в город Башту. Жители Башту были рады возвращению их прежнего управителя и с тех пор стали называть город Киобой, Киевом. Приведем подстрочный перевод фрагмента поэмы «Шан Кизи Дастани». Назвали город Башту его прозвищем Кый, а крепость Башту его именем Шамбат. Поставили даже в честь него идола с 4 головами, 1 его и 3 его сыновей. Бросил он 3 сыновей при бегстве из Дулобы, горевал о них, идол был ему приятен. Итак, согласно древнебулгарскому эпосу, 4-главая скульптура была воздвигнута в память о гибели 3 сыновей хана Шамбата Кыя, основателя столицы Украины, Киева. Всмотримся в лица сбручского идола. Одно из них, большее по размеру, принадлежит человеку пожилому. 3 остальных, меньшие, это лица юношей. Все 4 головы увенчаны одной общей шапкой. Трудно, наверное, придумать более удачный прием для того, чтобы показать принадлежность изображенных персонажей к одной семье. Идея интерпретации сбручского изваяния Анатолия Железного, с которой невозможно не согласиться, проста. Так называемый сбручский идол и описанная в древнебулгарской поэме единственная в своем роде скульптура Шамбата Кыя с сыновьями – это одно и то же. Отсюда таким образом следует, что стоящее в центре Киева четырехликое изваяние – это не идол выдуманного советскими историками башка по имени Световид, а надгробный памятник основателю Киева, болгарскому хану Шамбату. Что же касается места размещения надгробной скульптуры семейства хана Шамбата, то здесь с Анатолием Железным можно подискутировать. В своей первой публикации на тему, связанную с четырехликим изваянием, опубликованной в 2003 году в газете «Киевский регион», Анатолий Иванович предположил, что оно было установлено в Киеве на Боричевом холме. Но, естественно, это утверждение – большая натяжка,
И наиболее логичное объяснение локации находки, названной сбруческим идолом, а в действительности являющейся надгробием семейного погребения основателя Киева хана Шамбата, это то, что в действительности семейное захоронение ханской семьи основателя Киева находилось и до сих пор находится в том же месте, где и был обнаружен надгробный памятник, а именно на дне русла реки Сбруч, как это было принято в традиции погребальных обычаев великоболгарских ханов. Подобное размещение места захоронения известно, например, для места погребения хана Кубрата, верховного правителя Великой Болгарии, на дне русла реки в селе Малая Перещепино Новосанжарского района Полтавской области. Так что с уверенностью можно утверждать, что стоящее в центре Киева изваяние, известное под названием «Сбручский идол», это не что иное, как надгробный памятник ханской семьи болгарского хана Шамбата, основателя Киева, а не какой неславянский идол Свинтовит.